Всем привет, и я думаю, каждый хоть раз довидел такую штуку, когда искусственный интеллект учит играть в игру, ходить или делать еще что-то такое интересное. Но мало кто знает, что это называется нейроэволюция. И если объяснять простым языком, то нейроэволюция это по сути то же самое, что и естественный отбор. То есть это когда выживает сильнейший. Этот же принцип, кстати, работает и у нас, людей. Типа из поколения в поколение люди развиваются, и предполагается, что ваши дети и дети их детей будут сильнее и умнее. Хотя у людей не все так просто, и вообще это занимает по 100 лет для смены поколения. А вот у нейросетей это все происходит в считанные минуты. И давайте посмотрим, как это работает на примере какой-нибудь простенькой игры. Я даже сделал опрос, какую игру научить играть саму в себя, змейку или гоночку, и большинство людей проголосовало за гонки. Так что я начал с поиска машинки, а точнее нескольких сразу, чтобы было интереснее. Чуть позже вы поймете, о чем я. В итоге у меня получилась вот такая папочка с разными машинками, которые мы будем использовать для визуализации обучения нашей нейронной сети. Затем я начал рисовать дорожку, по которой придется учиться ездить нашей нейронке. Интересный момент тут заключается в том, что если научить нейронку всего один раз, она затем сможет свободно ездить на любых подобных трассах. Правда, естественно, только до тех пор, пока мы не добавим что-то кардинально новое. Тогда уже нейронку, конечно же, придется переучивать.